Привет! Задалась я тут вопросом, кто такой маг? С одной стороны, вроде бы все понятно. Маг– это волшебник, чародей, мастер заклинаний. Но имеет ли он отношение к нашей жизни? И может быть маг и магия– это появляется только в сказках, а в реальной жизни ничего подобного нет? И что сейчас модно делать? Обратилась я к искусственному интеллекту, и он мне написал: "Маг– это человек, практикующий магию, волшебник, колдун, чародей". Здесь я с ним согласна, или он со мной. Это наиболее распространенное значение в литературе, фэнтези и мифологии. Маг в этом смысле– это тот, кто способен влиять на реальность с помощью заклинаний, ритуалов, сверхъестественных сил или особых знаний. Вот думаю я, маг, он действительно существует только в вымышленном мире, или я могу быть магом? Заклинания. Что такое заклинание? Ритуалы. Что такое ритуалы? Ну, сверхъестественные силы тут плюс-минус мне понятно, и особые знания. Что такое заклинание? Попробуем. Что такое заклинание? Заклинание– это набор слов, фраз, звуков или символов, которые, как считается, обладают магической силой и используются для достижения определенного эффекта или изменения реальности. Вот несколько ключевых аспектов, которые характеризуют заклинание. Намерение. Каждое заклинание имеет четко выраженное намерение или цель, будь то исцеление, атака, защита, призыв чего-либо или изменение чьего-то состояния. Формула. Заклинания часто имеют определенную словесную формулу, которую нужно произнести. Она может быть рифмованной, ритмичной, содержать древние или вымышленные слова, например, абракадабра, или просто быть приказом. Ритуал и компоненты. Помимо слов, многие заклинания требуют выполнения определенных действий, ритуалов, использования жестов, символов, а также материальных компонентов, таких как травы, кристаллы, свечи, амулеты, которые, как считается, усиливают магическую силу. Источник силы. В различных системах магии сила заклинания может исходить от разных источников. Личная энергия мага. Некоторые маги используют свою собственную жизненную силу или ментальную энергию. Божественные или демонические силы. Заклинания могут быть призывами к богам, духам или другим сущностям. Природные силы. Использование энергии земли, огня, воды, воздуха. Древние знания /руны. Заклинания могут быть связаны с тайными знаниями или использованием древних символов. И снова вопрос. Если мы говорим о заклинаниях как системе слов, как способ выразить намерение, способ сообщить миру о чем-то, то аффирмации– это заклинание, слова, которые мы используем в ежедневной жизни– это заклинание. Если я каждый день говорю, что мне плохо, у меня все болит– это заклинание. А если я буду говорить, что у меня прекрасное настроение, я улыбнусь. И здесь, заметьте, тоже используются определенные жесты, да, о которых было сказано. Значит, я маг. Итак, маг– это тот, кто способен влиять на реальность с помощью заклинаний, ритуалов, сверхъестественных сил или особых знаний. Заклинания. Я плохо себя чувствую. Вы попробуйте сказать: "Я плохо себя чувствую". Я плохо себя чувствую. Да, конечно, если я буду постоянно говорить, что я плохо себя чувствую, то я так и буду себя чувствовать. А если я улыбнусь и скажу: "Меня замечательно, у меня прекрасное настроение, эй, что я хочу делать в этом настроении?", то, конечно же, на этом сработает положительная магия, и у меня будет прекрасное настроение. Дальше. Ритуалы. Конечно же, если моим ритуалом является пить каждый вечер пиво, либо если моим ритуалом является кушать жирную пищу, или моим ритуалом является ходить на нелюбимую работу, это значит, что
все эти мои ритуалы приведут меня к очень плохим результатам. Итак, сверхъестественные силы. Что я называю Ну, использовать сверхъестественные силы я действительно не умею, хотя, предположим, что у нас идет дождь. Как я могу это использовать? Я могу подумать и, например, сладко поспать. Я принимаю решение, что с помощью дождя я могу позволить себе поспать. А если выглянет дождь, то я принимаю решение, что я пойду в лес по грибы да по ягоды. Вот так мы работаем и со сверхъестественными силами. И что у нас еще осталось? Особые знания. А что же за такие особые знания у нас есть? Давайте подумаем. А может быть, это знание о том, как готовить вкусную еду, или как превратить обыденный вечер в какой-нибудь яркий, а может быть, это знание о том, как сделать, как поднять кому-то настроение, а может быть, это знание о том, как посадить зернышко и из него вырастить прекрасное дерево или какой-нибудь удивительный цветок. Что же выходит, что я использую заклинания, я использую ритуалы, я использую сверхъестественные силы, и я использую особые знания для того, чтобы изменить свою жизнь. Значит, я маг и волшебник. Ой-ой-ой, я волшебница. Да, я волшебница. Ну, а если серьезно, правда, кто нам навязывает нашу жизнь? Неужели нам ее навязывают? Сценарии, это все-таки сбито. Неужели нам действительно ее навязывают? Ведь просыпаясь рано утром, никто не заставляет нас идти на нелюбимую работу. Просыпаясь рано утром, мы можем выбрать, сделать зарядку и выпить вкусный травяной чай. Либо, если нам нравится, мы можем выбрать выпить чашечку ароматного кофе. А еще, если нам нравится, мы можем выбрать пойти на прогулку или на пробежку. Мы можем выбирать. Наша магия, она в том и заключается, что из вот этого огромного списка, который перед нами есть, который мы видим, мы способны выбирать. Итак, пожалуйста, вот с 4 полки мне дайте сегодня зарядку, а с 5 полки, пожалуйста, я хочу приготовить себе вкусный завтрак. Что же еще? Тарарарарам. Да, пожалуйста, еще с 7 полки. Я хочу нарисовать картину. Я так давно хотела нарисовать картину о космосе или с космосом, про космос. Нарисовать космос. Я хотела нарисовать космос. Сегодня я буду рисовать. Мне нужны краски. О, прекрасно, у меня нет красок. Я схожу их куплю. Вот наша магия. Наша магия, она у нас внутри. Мы должны ее увидеть. Каждый из нас маг, каждый из нас волшебник, каждый из нас способен создавать ту жизнь, которая нас будет радовать. Это мы. Это мы, маги и волшебники. Почувствуй это. Почувствуй. Вот и зайка почувствовал. Знаешь, я понимаю, что тетенька, которая сидит с зайчиком, может выглядеть, ну, странновато, скажем так. Но на самом деле вот эта странноватость, если ты подумал, что тетенька странноватая, то странноватость-то не в тетеньке, а странноватость в твоем восприятии мира. Давай дружить, давай учиться понимать себя и других. Ну, а если выглянет солнце, тогда